Здравствуйте, друзья! Сегодня нам выпала возможность поговорить с Адамом. Адам – это сын Мурата Саидова. Мурат Саидов – это один из близких соратников Рамзана Кадырова. Недавно Кадыров назначил Саидова так называемым комендантом оккупированного Мелитополя. И тогда же на российских средствах массовой информации вышел видеоролик о том, что его сына якобы украли. Здравствуйте, Адам. Здравствуйте. Спасибо вам за то, что обратились и решились на это интервью. Я знаю, это было для вас непросто. Давайте посмотрим отрезок из упомянутого ролика. И вы скажете, что здесь правда, а что вымысел. Киевский режим не брезгует уже ничем. Защищая свою националистическую идеологию, они идут на откровенный захват заложников. Неделю назад спецслужбами Украины из собственной квартиры был похищен и вывезен в Киев мирный житель Украины. Сын заместителя представителя главы Чеченской республики в Крыму Мурата Саидова, 20-летний Адам. Итак, помимо прочего, здесь сказано, что вы были вывезены из дому, похищены из дому и вывезены сотрудниками СБУ. Это было? Нет, этого не было. Меня задержали правоохранительные органы при поездке в магазин. Меня попросили продемонстрировать документы свои. Их проверили, и после этого меня отвезли в участок полицейский. Там приехали военные и сопроводили меня в более безопасное место, где уже объяснили мне, что это для моей безопасности. Но вы понимаете, что реально вашей жизни угрожала опасность? Да, я понимаю это. С чем это было связано? Меня могли убить с целью того, чтобы дезинформировать свое население, сделать меня такой сакральной жертвой, будто бы это все сделали какие-то бандеровцы или еще кто-то. Вы живете, я так понимаю, с детства в Украине? Да. Много бандеровцев вы здесь видели? Ни одного. Давайте посмотрим следующий эпизод. Когда подъехала мать моего сына с адвокатом, передали ей, что якобы отец очень плохой человек, и он друг Кадырова. Пусть думает. Нет у нас достоверных данных по поводу того, был этот разговор с матерью или его не было вообще. То есть мы понимаем, что то, что сказано изначально в ролике о вашем похищении, это, что это? Это вымысел. Просто вымысел, да. По этому разговору мы тоже не знаем, не имеем представления, был такой разговор или не было. Но что вы лично можете сказать о Кадырове и его друзьях? Я могу сказать, что это заблудшие люди, которые либо не ведают, что происходит в действительности, либо они намеренно плохо выставляют свой народ. Скажите, вы мусульманин? Да, я мусульманин, суннит. У нас праздник, месяц Рамадан, который надо себя вести хорошо и не грешить. Я считаю эту войну страшным грехом. То есть вы считаете, то, что сейчас происходит, это грех и вторжение, которое сейчас происходит в Украину, это неправильно? Да, я очень надеюсь, что прекратится это все. Мы для себя выбрали путь Ахмадхаджи Кадырова. Для меня выбран именно вот этот путь. Этот путь, который действительно показал всему народу чеченскому и даже, скажем, другим народам России, даже некоторые другие страны нам завидуют. Что такое путь Кадырова? Путь Кадырова – это путь жестокости, путь запугивания. И он идет противоречь путь ислама, путь Аллаха. Мусульманин должен идти по пути Аллаха, а не по пути Кадырова. Смотрите, я не теолог, но я не очень разбираюсь в вашей вере, в вашей религии, но разве могут быть какие-то другие пути, кроме путей Аллаха? И разве может быть какая-то другая сила, кроме силы Аллаха? Они все время кричат «Ахмад, сила». Нет, не может быть. Скажите, пожалуйста, вот многие выделяют кадыровцев из чеченцев. Чеченцы – это народ, да, а вот кадыровцы – это что-то отдельное. Вы можете объяснить этот феномен? Да, я говорил со многими чеченцами, и давайте пойдемте. Все чеченцы считают, что все те, с кем я говорил, что кадыровцы – это трусливый народ, что они прогнулись под Путиным и под Кадыровым. А чеченец должен быть, помимо того, что сильный, он должен быть смелый, гордый, он должен показывать честь и достоинство своего народа. Вот в ролике сказано, что кадыровцам завидуют или
их там устройству, да, в котором они сейчас живут, им завидуют какие-то страны. Как думаете, какие страны могут им завидовать? Ну, я думаю, что в Северной Корее все-таки свободы чуть меньше, и ну, бедные страны Африки. То есть вы думаете, что в Корее, в Северной, еще меньше свободы, чем в России? Ну да, думаю, Многие россияне просто с вами бы поспорили по этому поводу. О похищении Адама отцу рассказала жена. В этот момент она была дома вместе с ним. Сына из квартиры волокли сразу несколько сотрудников СБУ, делится Мурат. В этом эпизоде мы снова возвращаемся к моменту вашего похищения, и здесь упоминается снова ваша мама. Скажите, пожалуйста, зачем они пытаются привлечь сюда вашу маму, если они знают, что вашего похищения, так как они о нем рассказывают, не было? ну, Ну и мама не могла этого видеть, соответственно. чем больше деталей во лжи, тем она реальнее кажется. Киевская хунта настолько в панике от неминуемой гибели, что для удержания власти готова на все. В этой борьбе они не жалеют ни женщин, ни детей. Жертвой провокации стал и Адам Саидов, уверен отец. Это, наверное, не один единственный мой сын. Наверное, много таких ни за что задержанных людей, которые находятся там. Сегодня я не могу найти своего сына и не могу найти на это никаких ответов. В ролике используются, в российском этом ролике используются такие слова, как киевский режим, хунта. Как вы думаете, что они под этим подразумевают? Ну, это образ беззакония, который пытаются создать российские СМИ, чтобы оправдать свои террористические действия, чтобы настроить народ Российской Федерации против Украины. Вы жили все это время в Украине. Вы чувствовали, наверное, ваши друзья знали, да, что вы чеченец. Да. Вы чувствовали какие-то притеснения в отношении себя? Нет, на самом деле, когда я говорил, что я чеченец, многие оказывали мне уважение, при знакомстве. А знаете ли вы что-то вообще о эпизодах вот таких вот в Украине, притеснения по национальному признаку? Нет, не знаю. Хорошо. Можете рассказать немного вообще о своей жизни, где вы учились? Я закончил школу в Запорожье. Я сейчас учусь в классическом приватном университете на 3-м курсе специальности юриспруденция. Проявляю активную студенческую жизнь, состою в студенческому совете. Ви, мабуть, маєте володіти українською мовою, якщо навчаєтесь в українському вузі. Так, звісно, я володію українською мовою. Я знаю, ви і англійську знаєте також, так? Звісно. Це дуже добре, насправді. А чому у нас зараз інтерв'ю відбувається російською мовою? Бо нас треба розуміти російським громадянам. Как же российские граждане поймут, что здесь на самом деле происходит, если никто не будет им это рассказывать и показывать? То есть мы пытаемся до россиян, донести немного. Вот в сравнении с тем, что они там у себя наснимали, что есть на самом деле. Дать общедоступную информацию, да. Скажите, вот мы сейчас находимся в этом месте, и в России по их телевизору показывают, что мы вот это все сами строили, делали. А потом взяли и именно тогда, когда сюда зашли россияне, взяли и почему-то решили все это уничтожить. Как вы можете это прокомментировать? Я думаю, что нужно быть глупцом, чтобы верить в это. Это огромные потери. Потери не только среди магазинов, это огромные потери среди граждан. Как можно позволить себе такое? Скажите, а вы бы стали на защиту Украины? Да, я здесь вырос, живу. У меня здесь живет мать, мои родственники. Я, как мусульманин, должен защитить свой дом. А вы понимаете, что в таком случае вы бы с отцом оказались по разные стороны баррикад? Да, но как я могу каждый день говорить «Ашхаду алла илляха илляллах, ашхаду анна Мухаммаду расулуллах», говорить, что я мусульманин, при этом бездействовать, когда мирные граждане, среди которых есть мусульмане, страдают от тех, кто якобы сражается здесь с какими-то вымышленными ими же киевской хунтой, бандеровцами. Ребят, извините, так получается, что когда интервью записывается без подготовки, и здесь непрофессиональный интервьюер и, в общем-то, непрофессиональный респондент, человек иногда рассказывает интересные вещи уже после интервью, поэтому мы решили добавить. Я ж задавал вам вопрос по поводу того, стали бы вы на защиту Украины. Вы сказали просто «да, стал бы», а оказывается, вы на нее уже, в общем-то, и становились, получается, до этого. Можно сказать, становился на защиту. Правда,
Ну, в общем-то, я занимался волонтерством, то есть помогал делать коктейли, помогал в защите города. Я, ну, в обустройстве защиты города. Хотел пойти в территориальную оборону, но у меня нет... Я не служил, поэтому мне надо было бы несколько месяцев еще. Безусловно. Ну, в общем-то, решил помогать тем, чем могу сейчас, не ждать несколько месяцев. И Но вот, все, что от вас зависит, вы все равно делали, получается, в самом начале, уже для защиты Украины. да, я волонтерствовал еще до войны, но раньше в субботники, помогал в приютах, а сейчас вот Это у вас от института, да, как-то происходило? от студенческого совета, я член студенческого совета. Он как-то имеет какое-то название, или это просто студенческий совет Студенческий совет классического приватного университета, просто, в Запорожье? да, в Запорожье. Я надеюсь, ваш отец нашел ответы на свои вопросы, как вы думаете? Я надеюсь, это интервью даст ответ моему отцу и, надеюсь, даст ответы многим гражданам Российской Федерации. Мурада в городе знают все, он известный меценат. Это город с населением 250 тысяч человек. Много лет помогает нуждающимся. А с начала специальной операции он передает помощь от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова жителям освобожденных от нацистов городов. А что вы можете сказать? Ваш отец действительно является меценатом в Мелитополе, оккупированном? Я считаю, что нельзя быть меценатом на оккупированной территории, потому что там не нужно было бы заниматься меценатством, если бы она не была оккупирована. То есть, если бы они туда зашли, то их помощь там была бы не нужна, я правильно понимаю? Если бы они туда не зашли, их помощь Да, не нужна да. была бы. Да. А что вы знаете о том, что он раньше там был меценатом? Ну, я о таком не слышал. Как вы можете прокомментировать эпизод с раздачей гуманитарной помощи в оккупированном Мелитополе? Я думаю, это все показательно и создано для того, чтобы задобрить народ оккупированной территории. То есть вы считаете, что это элемент как бы пропаганды для того, чтобы это показать где-то? Да, я думаю, что это пропагандистский ролик. Их много. Хотите ли вы что-то от себя добавить? Я хотел бы обратиться к маме. Со мной все хорошо. Как смогу, позвоню, потому что сейчас немного небезопасно. И хотел бы обратиться к чеченскому народу и ко всем мусульманам. Хочу обратиться и попросить не участвовать в этой войне, которая порочит имя добрых чеченцев, которая выставляет чеченцев жестокими, безжалостными захватчиками. Спасибо вам большое. Не за что. Я надеюсь, что вы действительно смогли дать ответы на те вопросы и озвучили по-своему тот ролик, который мы посмотрели, и те люди, которые это увидели, они поняли, что на самом деле является правдой, а что на самом деле является просто пропагандистским материалом. Мама, усе буде Україна.